Приветствую тебя на канале про кино. Забудь про скуку, у меня опять для тебя целый мешок свежих сериалов. От гольфистов и шпионов до ведьм и поджигателей. Так что готовься, впереди море премьер, волны эмоций и сериалы, от которых невозможно оторваться. Поехали! Добро пожаловать в Эвелин-Бэй, городок на побережье, где волны бьют, а тайны зреют. Выжившие, свеженький австралийский мини-сериал 2025 года. Всего 6 серий, а сколько драмы. Главный герой возвращается домой, с женой, с ребенком и с желанием пожить спокойно. Но, конечно же, труп на пляже. Полиция в шоке, граждане в шепоте, а зрители в восторге. Актеры – золотой фонд стриминга. Чарли Викерс, он был Сауроном в «Кольцах власти». И Эрин Ха, жена главного героя, известная зрителю по сериалам «Хало» и «Дюна. Пророчество». И Джессика Де Гауф, дама из сериалов «Стрела» и «Дракула». IMDb 6,6 из 10. Видимо, кто-то хотел больше погонь и перестрелок. Так о чем же сериал на самом деле? Это не просто детектив. Это история о том, как травмы и ложь накапливаются, словно пыль под ковриком. Но это пока не находят тело. Подключайся к выжившим, и, может быть, ты тоже выживешь. Добро пожаловать в мир тайн, кисточек и преступлений. Арт-детективы – британский сериал, премьера которого состоялась 9 июня 2025 года. На сцене английский стиль, юмор и, конечно же, загадки, завернутые в рамы с позолотой. В главной роли Стивен Мойер, самый горячий вампир из сериала «Настоящая кровь». Но теперь он охотится за поддельными Ван Гогами. Рядом с ним Нина Сингхвирди, новичок в отделе и суперумная сыщица, которая еще учится отличать Рембрандта от рейвов. Каждый эпизод как экскурсия в музей, где кто-то кого-то убил, отравил, обманул или просто украл вазу за 1 000 000 фунтов. Добавьте сюда отца гения-фальсификатора, немного романтики с куратором музея и древний винил, и получите целый букет из интриг, искусства и юмора. Критики отмечают, сериал легкий, умный и не банальный. Арт-детективы уже доступны на Экран ТВ. 6 серий, которые хочется съесть как круассан с утренним кофе. Аристократы, шампанское, коммунисты и фашисты. Если вы думали, что это новый эпизод абсурдного бала, вы ошибаетесь. Это возмутительный, новый британский сериал 2025 года. Итак, жанр. Историческая драма с изрядной щепоткой иронии и сатиры. Производство Великобритания. 6 серий, больше и не нужно, это мини-сериал, но зато какой. Актерский состав: Бесси Картер в роли Нэнси. Вы могли видеть ее в Бриджертонах. Джоанна Вандерхам блистает как роковая Даяна. Шеннон Уолтон, внушительно пугающая Юнити. И еще Зои Броу, Изабель Джеспер Джонс и Анна Ченсерлор. Сюжет разворачивается в 1930-х, то есть как раз перед Второй мировой. На фоне лоска, баллов и английского чая скандалы, идеологии, любовь, предательство и даже покушения. Идеально, чтобы залипнуть на вечер-другой и при этом задуматься. Добро пожаловать в небольшой приморский городок, где запах свежей рыбы смешивается с ароматом криминала. В июне этого года Netflix выпустил Хейвенпорт. Драматический сериал от Кевина Уильямсона, создателя «Бухты Доусона» и «Крика». Только на этот раз никакой подростковой романтики. Только бизнес, только рыба и только картель. Семья Бакли управляет рыболовной империей, но времена тяжелые. Когда у главы семьи проблемы со здоровьем, дело переходит к сыну и жене. Они пытаются спасти все и ввязываются в сделку с наркоторговцами. В главных ролях Холт МакКеллани, как старик, который все еще может постоять за дело, Мария Белла, решительная Белль, которая умеет держать бизнес, семью и врагов в одном кулаке, и Тофер Грейс, как не самый милый наркобарон. Атмосфера густая, как утренний туман над портом. Драма кипит, диалоги острые. Так что если любишь семейные саги с криминалом, секретами и хорошей музыкой, включай и смотри. А теперь ты готов к захватывающему спортивному сериалу с элементами драмы и интриг? Тогда держись крепче. Олимпа – испанская спортивная драма от Netflix. Наши главные герои – это команда суперспортивных ребят, стремящихся попасть на Олимпийские игры. Но это не просто тренировки и победы, а настоящие битвы, и не только на арене, но и в жизни. Капитан сборной по синхронному плаванию абсолютно уверена в своих силах, пока не узнает, что ее лучшая подруга может быть причастна к использованию допинга. И тут начинается настоящая детективная история. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. И у нас тут и романтические линии, и сюжетные повороты, которые заставляют переживать за каждого персонажа. Плюс, конечно, все это у нас на фоне профессионального спорта, где каждый шаг может привести не только к победе, но и к поражению.
Если тебе заходят сериалы с интригами, настоящими человеческими переживаниями, и если ты не боишься открытых сцен, Олимпа – то, что тебе нужно. Когда жизнь дает тебе лимоны, возьми клюшку и иди играй в гольф. Встречайте новый комедийный драматический сериал от Apple TV+, «Король гольфа». В главной роли сам Оуэн Уилсон. Кто он здесь? Прайс Кэхилл, бывшая легенда гольфа. Но карьера пошла под откос после нервного срыва. Теперь он парень из магазина гольф-товаров, который тренирует пожилых любителей и грустит. Но на горизонте появляется Санти, подросток с удивительным ударом и тяжелой жизнью. И начинается путешествие от маленьких турниров до настоящей дружбы. А теперь о том, что делает сериал особенным. Мягкий юмор без пошлостей, добрая атмосфера, напоминающая Теда Лассо. И шикарный гольф. Даже если ты в нем не смыслишь, будешь болеть как за любимую сборную. Короче, «Король гольфа» – это не только про спорт. Это про то, что не важно, сколько раз ты проиграл, важно, что ты снова взял клюшку и вышел на поле. А теперь для любителей острых ощущений. Представляю тебе настоящий детективный хит «Дым» от Apple TV+. Тебя ждут криминальные поджоги, необычные преступления и совершенно неординарные герои. В центре сюжета опытный следователь по поджогам Дэйв Гудсон и крутая детективша Мишель Кальдерон. Вместе они будут расследовать серию загадочных поджогов в вымышленном городке, полном тайн и загадок. Ты любишь захватывающие моменты? Тогда приготовься, ведь этот сериал не даст тебе оторваться от экрана. Дэйв и Мишель – команда мечты, и хоть они и расследуют серьезные преступления, не обойдется без шуток и потрясающих сюжетных поворотов. А еще в актерской команде Джон Легуизамо, который стал главным злодеем, и еще куча классных актеров, которые делают этот сериал еще более ярким и динамичным. Сюжет основан на реальных событиях. 2 первых эпизода уже на Apple TV+, а остальные будут выходить каждую пятницу до 15 августа. Ну что, теперь пристегнись, тебя ждет путешествие на край света. Итак, Португалия, 1943 год. Пока весь мир рубится во Второй мировой, в одном прибрежном городке под названием Алжезур, не путать с названием зубной пасты, кипят свои страсти. Главная героиня Селеста, сирота, изгнанница и вообще девушка не промах. Папа с мамой погибли при подозрительных обстоятельствах, а ее саму объявили ведьмой. Но Селеста не из тех, кто рыдает в платочек. Она идет, докапывается до истины, мстит обидчикам и между делом вляпывается в нацистские секреты. В ролях Леонор Васконселос с грозным взглядом и острым умом, Руй Педро Сильва, мужчина-загадка и еще куча интересных лиц, включая одного товарища, похожего на смесь Штирлица и Гэндальфа. Критики пишут: густая атмосфера, напряженный сюжет и ни одного клише про красную шапочку. Так что если тебе по вкусу Вторая мировая с примесью мистики, край света ждет тебя. Это на сегодня все. Выбирай под настроение: смеяться, переживать, гадать, кто убийца, или просто залипнуть на красивую драму. Главное, не забудь зарядить пульт и налить себе что-нибудь вкусненькое. До следующего сериального запоя. Услышимся!